Однажды в Италии собака раскопала клумбу, а вместе с вывернутыми корнями росших на ней цветов на свет явилась маленькая, но страшная тайна. Такие тайны прячутся обычно в подвалах и трущобах, а тут сад образцового дома, ухоженная клумба в маленьком приличном городке в одной из самых тихих и зажиточных провинций страны. И хоть в это и сложно поверить, никто в семье об этой тайне не подозревал, кроме собственной ее виновницы. В буквальном смысле никто. Ни ее родители, ни бабушка, ни подруги, ни священник, ни соседи, ни матери малышей, к которым она ходила бэбиситером, ни даже жених, отношения с которым длились уже не первый год. Никто, никогда, ничего. И это только одна из загадок дела 20-летней Кьяры Петролини, образцовой девочки из образцового итальянского городка Виньяле ди Траверсетто. Разгадок из этого видео вы не узнаете, но у вас будет возможность самим подумать о том, как вышло, что хорошая девочка Кьяра села в тюрьму на 24 года. И можно ли было что-то сделать для того, чтобы этого не случилось. Однажды в Италии. Кьяра Петролини родилась в 2002 году в Виньяле, небольшой деревне в нескольких километрах от Траверсетто, той самой коммуны, которую газета «Соле Вентикватро» однажды признала лучшим местом для жизни во всей провинции Парма. Но сама Парма – одна из самых сытых и спокойных провинций страны, при этом знаменитая на весь мир благодаря сыру пармезан и прошутто ди Парма – пармской ветчине. Зеленые равнины между Пармой и Реджо-Эмилией, аккуратные домики, велосипеды, благополучие, мелкий и средний бизнес из поколения в поколение. Здесь не запирают двери, здесь все друг друга знают, здесь у каждого второго фамильный дом построен еще дедом. Дом семьи Петролини построил именно дед. Большой на 2 семьи элегантный особняк на Виа Байетта с садом, в саду клумба. На участке нередко устраивали летние барбекю с друзьями. Никаких финансовых проблем. Старшая дочь, младший сын, мама, папа – обычная состоятельная семья, из тех, что в маленьком городке знают все. Сама Кьяра. По-итальянски это называется «рагацца моделло» – образцовая девушка. И подходит ей это определение как нельзя лучше. Ей чуть за 20, стройная, тихая, вежливая. Учится. Сначала на педагогическом, потом на юридическом факультете Пармского университета, 2-й курс. Юрист – профессия, требующая аккуратности, точности, умения держать в голове сложные конструкции и тщательно готовиться к каждому экзамену. Но с учебой у Кьяры проблем нет. Подрабатывает няней в нескольких семьях округи. Отводит чужих детей в школу по утрам. Родители на нее не нахвалятся и передают друг другу ее телефон как большую ценность. Отзывы об отношениях с Кьярой с детьми такие, что хоть в рамку вешай. Казалась идеальной нянькой. Она мне говорила, мне нравятся дети. Это один отец-работодатель. С детьми она была невероятно эмпатична, превосходная, солнечная и улыбчивая. Это другой. Волонтер в приходе. Священник Дон Ревербери знает ее как одну из самых надежных. В свободное от школы и подработок время Кьяра преподает детям катехизис, учит их закону Божьему. Ездит с детьми в летние церковные лагеря, водит в бассейн. Местный священник доверяет ей класс. Прихожанки шепчутся: вот эта девочка. Дай Бог нашим сыновьям такую невесту. Но жених у Кьяры уже имеется, с 14 лет, и тоже вполне приличный, Самуэле Гранелли, ее ровесник. Сын владельца местного завода по производству пластика. Тоже хорошая семья, тоже все свои. Они познакомились еще в средней школе, переписывались в WhatsApp, потом расстались, потом снова сошлись. Обычная история 2 подросших детей, которые еще не решили, что делать со взрослой жизнью. Самуэль мягкий, спокойный, домашний. На Кьяру
женщину, на которой собирается жениться. Он, по его словам, смотрит постоянно, в том числе, когда она без одежды. И вот теперь к главному. Никто, никто во всей этой жизни, ни родители, ни брат, ни тот самый Самуэль, ни подруги, ни девочки из прихода, ни мамаши, доверяющие ей детей, ни преподаватели на факультете, ни священник, никто и никогда не заподозрил, что Кьяра была беременна. Ни в первый раз в 2023 году, ни во второй в 2024, ни на 5-м месяце, ни на 8-м, ни накануне родов. Самуэль потом скажет следователям: не было у меня ни разу ощущения, что она может быть беременна. Ни одного подозрения. Я ничего не замечал, даже когда она была без одежды. А мать и отец Кьяры будут только ошарашенно повторять: у тебя же не было живота. Как это возможно? Как это вообще возможно? Возможно, потому что это и было главным умением Кьяры. Хорошая девочка ничего не показывала наружу. Внутри могло происходить что угодно, но кроме нее это никого не касалось. Первый раз все случилось 12 мая 2023 года. Кьяре 20 лет, она студентка, роды начались дома в ее комнате. В этот вечер вся семья, отец, мать, младший брат, сидят в зале местной музыкальной школы на фортепианном концерте. Брат играет. А Кьяра, по уважительной причине пропуская семейный праздник, осталась дома одна и рожает 9-месячного доношенного мальчика. По ее собственным словам, когда он совсем родился, она попыталась его как-то встряхнуть, потому что он не дышал. А что произошло в комнате на самом деле, никто никогда уже не узнает. После следствия и суда причины смерти младенца остались юридически неустановленными. Ясно одно – ребенка нет в живых. Кьяра, как она потом расскажет психиатрам, закопала его в саду. Руками. Под окном своей комнаты, чтобы он всегда был рядом с ней. Семья вернулась с концерта. Никто ничего не заметил. Как это могло произойти? Почему Кьяра решила поступить именно так, а не иначе? В Италии существует партоанонимата, анонимные роды. Женщина приходит в роддом и, не называя своего имени, получает всю необходимую медицинскую помощь. Родив, она может оставить младенца и уйти. Ребенок тут же передается на усыновление, желающих огромная очередь. Почему Кьяра выбрала рожать дома, а потом закопать ребенка? Защита говорит, Кьяра отрицала свою беременность. В медицине известны такие факты. Женщины, будучи беременными, не верят в это, игнорируя всякие признаки. А зачастую в такой ситуации и признаков-то нет. Частично это подтверждает сама Кьяра, которая говорит, что хоть она и знала, что беременна, но всегда сомневалась в этом. Ей казалось это невозможно. Раз никто не замечает, значит этого нет. Но тогда почему в поисковом запросе она искала не признаки беременности, а через сколько начинает пахнуть труп? Случайная беременность, неготовность, шок, отрицание беременности. Нарциссизм, отсутствие эмпатии, нежелание разрушить маску хорошей девочки. Версий масса, ответов ни одного. Мне было очень тяжело работать над этим видео, тяжело искать ответы на вопрос, почему Кьяра сделала то, что она сделала. Признаюсь, для себя я так его и не нашла. Возможно, это удастся сделать вам. Так что вернемся к Кьяре Петролини, история которой еще только началась. Закопав своего сына на клумбе у себя под окном, она живет обычной жизнью обычной хорошей девочки. Учится, работает нянькой, сдает экзамены. Она не ходит как зомби, не плачет по ночам, не худеет от горя. Она нормальная. Точнее, она настолько нормальная, что один ее друг потом скажет в суде, она словно надеялась, что кто-нибудь наконец заметит.
В сентябре Кьяра воссоединяется с Самуэле. Тем самым Самуэле, который о ее первой беременности ничего не знал, потому что в то время они были в ссоре. О ребенке, которому он был отцом, парню не сказали ни слова. А дальше? Через несколько месяцев Кьяра беременеет снова. От Самуэля, с которым теперь живет уже всерьез, как нормальная пара. И вот тут уже хочется остановиться и переспросить, а как же отрицание беременности, шок, незнание, неготовность, девочка, которая случайно? А никак. По ее собственным словам, сказанным потом психиатром уже в ходе экспертизы, «La seconda l'ho cercata». Вторую я немножко искал, потому что первая прошла плохо. Потом в суде она попытается это объяснить иначе, мол, имела в виду, что хотела с Самуэлем отношений, а в этот раз, может быть, все вышло бы по-другому. Но фраза прозвучала и запомнилась. И еще прозвучала фраза, которая, может быть, что-то объясняет. Психиатрам Кьяра скажет: «Я представляю себя учительницей и с 2 детьми. Не с одним, с 2». И добавит: «Я надеюсь однажды стать мамой, но боюсь, что то же самое повторится снова». Повторится снова. К концу первого летнего месяца 2024 года Кьяра уже на сносях. 40 недель. Доношенный, абсолютно жизнеспособный мальчик. У всякой нормальной женщины живот в этой стадии видно невооруженным глазом. Здесь не видно ничего. Ни маме, ни папе, ни брату, ни Самуэле, ни тетям, у которых дети ходят в школу под ее надзором, ни подругам в баре, ни одной живой душе. Феномен в медицине известный. Иногда у худых женщин при определенной особенности расположения плода живот действительно почти не выпирает. Но почти не выпирает — это все-таки не выпирает совсем. Хотя, в общем, к чему вдаваться в подробности? Уже понятно, что прятать выдающееся Кьяра умеет. В ее телефоне следствие зафиксирует целую серию поисковых запросов за несколько дней до родов. Ощущения при отхождении вод, как вызвать роды после отхождения вод, отхождение вод на 38-й неделе. Прокурор потом покажет эти распечатки на суде и попросит суд учесть, что планы у девушки были вполне продуманные. Анна Бонифази, криминальный психолог при карабинерах, в суде 6 октября 2025 года скажет про вторую беременность: короткая и страшная, в каком-то смысле желаемая. Это не оговорка и не натяжка. В спонтанном заявлении уже сама Кьяра проговорилась: «Я снова сблизилась с Самуэлем ради второй беременности. Хотела, чтобы на этот раз все прошло хорошо». Вот только «хорошо» в ее словаре — это не чтобы ребенок выжил. Потому что, когда дойдет до родов, она снова все сделает в одиночестве, без врача, без подготовки и без даже одного единственного поискового запроса о том, как перерезать пуповину, чтобы новорожденный не истек кровью. Этот пробел в ее Google истории — самая страшная ее улика. Десятки запросов про беременность, про сроки, про сокрытие живота, про то, как вызвать роды, как абортировать на позднем сроке, где купить мезопростол, через сколько разлагается труп. И ни одного про то, как сохранить новорожденному жизнь. Ни одного запроса об анонимных родах, ни одного запроса об усыновлении или службах поддержки. Психолог полицейского отделения криминологов, изучая телефон, обратил на это внимание суда отдельным пунктом. Google история — это карта намерений, и в карте Кьяры жизнь новорожденного не значилась нигде. 6 августа 2024 года. Кьяра в гостях у подруги Кьяры Факин. Подруга потом расскажет следователям и журналистам все то, что навсегда останется в этом деле в графе «Как такое возможно?». А было так. Они с подругой курили марихуану, пили пиво, пили граппу. Кьяра была веселой, и не было ни малейшего намека на живот. На следующий день, 7 августа, Кьяра рожает дома второго мальчика. Снова одна. Ни одного присутствующего, ни одного звонка скорой, ни одного крика, услышанного семьей.
Мальчик рождается живым. По заключению медэксперта, оглашенному позже в суде, он дышал и, возможно, плакал. Киара перерезала пуповину, но не перевязала. Через 4-7 минут ребенок умер от геморрагического шока. Попросту истек кровью. Она завернула тело в желтое полотенце, положила в биоразлагаемый пакет и зарыла в неглубокой яме у той же клумбы неподалеку от первого ребенка. Утром отец Кьяры обнаруживает в ванной полотенце, испачканное кровью. Спрашивает дочь, что это. Та невозмутимо отвечает: обильные месячные. Папа кивает, собирает полотенце, относит маме на стирку. 8 августа Кьяра снова идет с той самой подругой Факин в бар на аперитив. Сообщает: у меня сильные месячные. 9 августа самолет в Нью-Йорк. Всей семьей отдыхать. Не в бега, в отпуск. Вот именно тут, на отпуске, сразу после вторых родов, ломается удобная защитная теория гравиданса негата, отрицаемой беременности, на которой настаивали психиатры защиты. Если женщина действительно была в диссоциации, действительно не понимала, что с ней происходит, действительно не контролировала свое тело, она не могла бы подгадать дату родов по своему желанию. Она не способна на следующий день после самостоятельных родов лететь через океан. У нее кровотечение, у нее температура, у нее лактация. А Кьяра летит. И в Нью-Йорке никто из семьи опять ничего не замечает. Маленький сверток, завернутый в одеяло, к этому времени уже лежит в саду, неглубоко прикопанный возле родительского дома. Снова под окном у Кьяры. Как уже говорилось, она хотела, чтобы они всегда были рядом с ней. Вот это и есть, как сформулирует потом психолог, асимметричная эскалация. Первый раз паника, плохая яма, неглубоко, на скорую руку. Второй раз продумание, полотенце, биоразлагаемый пакет, чуть глубже, и сразу же отпуск как алиби нормальности. Между двумя эпизодами ни раскаяние, ни ужас содеянного, а год обычной жизни с любимым парнем, чужими младенцами на руках и постоянным углублением навыка двойной жизни. Третий раз был бы еще чище. Если бы не собака, появившаяся в семейном саду, пока Кьяра делает в Нью-Йорке селфи на фоне Манхэттена. Ну, на то они и собаки. Вечно копают где не надо и откапывают что не надо. На этот раз собака откапывает маленькое тельце, завернутое в желтое полотенце. Соседи вызывают полицию. Карабинеры, естественно, сразу поднимают всю округу. Тесты ДНК показывают, мать живет здесь же, в этом самом доме. Звонок в Нью-Йорк, билеты на ближайший рейс 19 августа. Кьяра с родителями приземляются в Италии. Их немедленно везут в отдел расследований в Парму, сажают в зал ожидания и, как водится, включают прослушку. Этот разговор, пожалуй, единственное в деле, что позволяет понять, что думали и чувствовали родители Кьяры. Услышать и больше уже никогда не забыть. Мать, у тебя же не было живота, как это возможно? Ты разрушила жизнь всем. Кьяра, скажи правду, это ты его выбросила? Кьяра, мы пойдем в тюрьму. Сумасшедший дом. Как мы будем теперь ходить по деревне и смотреть людям в глаза? Отец, как же это? У тебя ведь даже живота не было. Мы бы помогли, если бы ты сказала. Здесь, в этих немногих фразах, целый портрет двух обыкновенных и, в общем-то, не худших итальянских родителей. Мать реактивная, эмоциональная. Первый рефлекс, что скажут люди. Отец менее экспрессивный, упирающийся в физическую невозможность того, что произошло, но сразу же добавляющий: мы бы помогли. Помогли бы, конечно. Поплакали, поругались и сели бы вязать пинетки.
Но рассказывать им о таких вещах было нельзя, потому что в Виньяле, в маленьком приходском городке, где все про всех знают, такие вещи дочери не делают. Как мы будем смотреть людям в глаза, пожалуй, это и есть ключ ко всей истории. Сама Кьяра потом скажет психиатрам: я боялась осуждения родителей и деревни. Маленький городок, маленький приход, маленькая репутация. И две большие тайны под слоем земли в саду. Следствие быстро установило: родители ничего не знали. Ни в первый раз, ни во второй. Их формальный статус подозреваемых был чисто процедурным, дело в их отношении прекратили. Но не заметили они у дочери живота. Звучит странно, но ведь никто не заметил. Даже подружки, с которыми Кьяра ходила на пляж. Даже Самуэль, видевший Кьяру раздетой. И вот, когда ничто, как говорится, не предвещало, Самуэль узнает, что он, оказывается, дважды был отцом. От карабинеров, которые приезжают с большими новостями, что у тебя был сын, что мать у этого сына вот эта твоя девушка, с которой ты живешь, вот та самая, у которой никогда не было живота. Потом, из все тех же поисковых запросов Кьяры, разница между первой и второй беременностью меньше года, возникло подозрение, что это не единственный ребенок Кьяры. Карабинеры поискали в саду и очень скоро, 7 сентября 2024 года, нашли скелет второго малыша, то есть первого. Как сказал потом Самуэле, это было сюрреально, я не думал, что такое возможно. Надо сказать, он повел себя в этой истории по-человечески. Он официально пошел в ЗАГС и зарегистрировал на себя обоих мальчиков. Сам выбирал имена: Доменико Матео для первого, Анджело Федерико для второго. Настоял на похоронах. 12 марта 2025 года на кладбище Банон в провинции Парма прошла церемония. Самуэле, его родители, местный священник. Кьяра, находившаяся под домашним арестом, на похороны не пришла. На суде Самуэле плакал. Когда адвокаты спросили его, кто такая Кьяра на самом деле, он не ответил. Слишком тяжело, слишком трудно. Самуэле, юный отец двух мальчиков, во всей этой истории выглядит как ходячая иллюстрация к понятию жертва доверия. 22 года, один и тот же эмилианский городок, школьная любовь, переписка в WhatsApp, общая жизнь. Он любил ее, как любят в этом возрасте, когда все еще кажется простым и понятным. И именно ему достался самый человеческий, самый бытовой и оттого самый разрывающий душу вопрос: как ты мог не заметить? Не заметил, потому что не подозревал. И не подозревал, потому что Кьяра умела делать так, чтобы никто не подозревал. Это, в общем, не только про него, но и про всех остальных в равной степени. Кьяру сначала отправили под домашний арест. Потом, в декабре 24-го, трибунал по пересмотру меры пресечения постановил перевести в тюрьму. Опасность чрезвычайная. Формулировка постановления – отдельное произведение, и я приведу ее целиком, потому что она, наверное, самая точная характеристика подсудимой во всем деле. Крайняя ясность ума, необычайная исполнительская холодность, обескураживающее отсутствие угрызений совести и колебаний, исключительная способность к обману, полная ненадежность в личных, в том числе интимных отношениях. Защита, впрочем, обжаловала решение, и Кассационный суд вернул Кьяру под домашний арест. Так, в том самом доме, в саду которого нашли двух ее сыновей, она и прожила до самого приговора. Вместе с родителями, которые так же, как и все остальные, ничего не знали об этой истории. И это не знали само по себе уже сюжет. Их дочь жила с ними под одной крышей, рожала в их собственном доме, хоронила детей в их собственном саду. А они смотрели на нее каждый день за завтраком и видели свою обычную такую хорошую девочку. Родители Кьяры тоже не семейство монстров, нормальные провинциальные итальянцы.
Мама, для которой имеет огромное значение, что подумают соседи в маленькой деревне. Папа, для которого первая реакция – растерянность пополам с готовностью помочь. Поговаривают, что именно его реплика «вот так в тюрьму и идут», брошенная в сторону дочери прямо в коридоре полиции, заставила Кьяру потом замкнуться на допросах. Она прямо так и сказала следователям, что после этих слов уже боялась говорить откровенно. Может быть. А может, никакая откровенность тут и не предполагалась изначально. Собственно, история давно уже закончилась. Ее можно рассказать в 2 словах: родила и закопала. А вот сколько слов нужно, чтобы ответить на вопрос «почему?». И если в первый раз еще можно списать хоть что-то на глупость и неожиданность, то на вопрос «зачем рожала во второй раз?» напрашивается труднопроизносимый ответ «чтобы закопать». Серийность. Кто такая Кьяра Петролини? Запутавшаяся студентка или конченая маньячка? В октябре 2025 года в качестве эксперта со стороны обвинения выступила подполковник Анна Бонифаци, психотерапевт и криминолог из научно-исследовательского управления карабинеров. Она представила суду криминальный профиль Кьяры. И именно она первая произнесла те слова, которые потом подхватили все итальянские газеты. Она сказала: в деле Кьяры Петролини преступление квалифицируется как убийство с асимметричной эскалацией, с нарастанием криминального мотива, который невозможно остановить и который начинает действовать, к сожалению, уже на стадии замысла. Сказала, здесь есть серийность, есть логика, переход к действию не хаотичный. Сказала, что промежуток охлаждения между 2 эпизодами был чрезвычайно короткий, а это на профессиональном языке криминологии признак именно серийности. И еще одна характеристика, от которой холодок пробегает по коже. Способна входить в состояние сильнейшего эмоционального волнения и выходить из него, не показывая ни малейших внешних признаков. Бонифаци говорила о серийности, не объявляя Кьяру серийным убийцей в смысле статьи учебника, а лишь указывала на повторяемость схожего криминального паттерна с коротким интервалом между эпизодами. Ровно в том смысле, в котором этот термин применяют, говоря о серийниках. Защита, разумеется, тут же попыталась оспорить заключение, дескать, не было никаких планов, никаких записей, никакого ножа в кустах, все произошло само собой. Но запросы в браузере, время родов, заранее проигранный сценарий первой смерти, наспех закопанный в саду перед рейсом 2-й труп – все это легло в копилку обвинения. Потом, в январе 2026 года, свое заключение представили официальные психиатры, назначенные судом – Марина Карла Верга и Лаура Геринджелли. Они не нашли у Кьяры психического расстройства, которое могло помешать ей контролировать свои действия, и, следовательно, признали ее вменяемой. Но и в их заключении прозвучала та же самая нота – повторяемость поступка необъяснима. Они не назвали это серийностью, но и адекватного психиатрического объяснения тому, что это произошло дважды, дать не смогли. Никакая гипотеза, травма, отсутствие эмпатии не объясняла, почему через год после того, как Кьяра тайно родила и закопала первого мальчика, она спокойно, осознанно и со словами «вторую беременность я немножко искала», родила и закопала второго. Вот, собственно, это противоречие, серийный паттерн, признанный криминологами, необъяснимая повторяемость, признанная психиатрами, и отсутствие какого бы то ни было диагноза и есть главная загадка дела. Как в тихой девочке, которая водит чужих детей в школу и учит малышей в приходе, может жить эта самая крайняя ясность ума в момент, когда нужно перерезать пуповину и закопать тело руками? Психологический портрет Кьяры, который сложили за 1,5 года расследования и суда, складывается из обрывков. То, что накопали эксперты, то, что говорила она сама,
то, что зафиксировали следователи. Получается, человек редкого сорта. К счастью, редкого. С одной стороны, гиперадаптация. Внешний фасад идеален, то, что внутри полностью в тени, безупречная видимость, скрытый внутренний мир. Подругам улыбается, родителям послушно, в приходе безотказно, на работе пунктуально. Не курит при родителях, не выпивает при тетушках, гадости не говорит ни о ком. Хорошая девочка, такая, какой ее хотят видеть. С другой стороны, внутренняя пустота, в которой не помещался уже никто. Эксперты записали ее фразу. «Внутри я чувствовала себя одинокой даже тогда, когда не была одна». Это была пустота, которую никто не мог заполнить. И еще одна фраза, ставшая почти знаменитой. «Мой главный собеседник – это история браузера в моем телефоне». В этой пустоте каждый из ее близких обращался не к Кьяре, а к ее фасаду. Самуэль любил девушку, которая, оказывается, могла дважды быть беременной от него и не сказать ни слова. Родители радовались дочери, которая не говорила им ни слова правды о себе. Подруги пили с ней пиво и граппу за день до того, как она родила в одиночку, и отмечались, что она была веселой. Все они общались с маской. Самой Кьяры под маской уже не было. А может, не было никогда. Эксперты обвинения, побеседовавшие с ней в ноябре 2024 года, сформулировали свое мнение грубее, но точнее. Холодное и ясное намерение дойти до конечного результата – внутренняя и эмоциональная бедность. Самой Кьяре, впрочем, это не казалось намерением. Она и в суде, и психиатрам повторяла одно и то же. «Я никогда не чувствовала, что делаю что-то плохое». Хоронила детей в саду, потому что хотела держать их рядом с собой. Не делала тестов на беременность, потому что в голове я говорила себе, что это невозможно, иначе ведь другие бы заметили. Здесь Кьяра может быть ближе всего к самой себе. Не было замечено, значит, не существовало вовсе. 13 марта 2026 года в суде она, наконец, произнесла свое 7-минутное обращение. Прочитала с листочка. Сказала: «Я не убийца. Я никогда не хотела причинить вред моим детям. Те дети были частью меня». Часть меня. Как в этом случае звучит фраза, которую матери привычно произносят про своих детей. Часть меня. Часть меня, поэтому я могу делать с ней, что хочу. И если я ее зарою в саду, то это, в общем, мое личное дело. Психиатрам она сказала еще: «Я не сумасшедшая, я слабая и одинокая». И тут даже у адвокатов защиты, говорят, перехватило дыхание. Я надеюсь снова стать матерью, но боюсь, что то же самое повторится. 24 апреля 2026 года. Суд присяжных Пармы под председательством судьи Алессандро Конти вынес приговор. 24 года и 3 месяца тюрьмы за убийство второго ребенка с отягчающими обстоятельствами, предумышленность и родственная связь с убитым. По первому эпизоду оправдано, потому что, как сформулировал суд, событие преступления не установлено. Тело пролежало в земле слишком долго. Медицинские экспертизы не позволили однозначно сказать, родился ли мальчик живым и был ли убит. А в таких случаях действует презумпция невиновности. Если доказать невозможно, человека оправдывают. Прокурор просил 26 лет за 2 эпизода. Адвокат добивался переквалификации в инфантицид. Состав более мягкого свойства. Для матерей, убивающих новорожденного в состоянии психического расстройства, вызванного родами. Суд эту версию отклонил. Прокуратура заявила, что подумает над апелляцией по части оправдания, защита, что обжалует осуждение. Кьяра выслушала приговор бесстрастно. Потом уже в специальном помещении суда плакала с родителями.
Самуэль, как потерявший детей отец, должен получить от Кьяры по решению суда 100 тысяч евро компенсации, его родители еще 30 и 15 тысяч. Не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, он плакал на похоронах. С другой, как сам же сказал, средствами контрацепции они с Кьярой пользовались редко. В общем, мне трудно примерить на Самуэля роль убитого горем отца. Да и погибших детей эти деньги не вернут. Но закон есть закон, и моральный ущерб должен быть возмещен. Сейчас, на момент 7 мая 2026 года, Кьяра Петролини все еще под домашним арестом. В том самом Виньяле, в том самом доме, в том самом саду. И в тюрьму отправится, по всей видимости, только когда приговор пройдет все стадии обжалования. Самуэль живет в Трансверсетало, замолчал и не дает интервью. Родители Кьяры продолжают ходить по той самой деревне и смотреть людям в глаза, что бы ни сказала тогда мать в комнате прослушки. На небольшом кладбище в Баноне у Доменика Матео и Анджело Федерико есть скромная общая могила. Это, пожалуй, самая нелепая часть всего дела. Если бы Кьяра однажды утром просто сказала маме «я беременна», та причитала бы, плакала, ругалась, может, неделю не разговаривала бы, а потом все равно покупала бы пеленки-распашонки и вязала бы крошечные носочки. Если бы Кьяра однажды вечером сказала Самуэлю «у нас будет ребенок», он, 19-летний школьный парень, скорее всего, опешил бы, а потом, может, и обрадовался. Он, в конце концов, сам пришел потом в ЗАГС и записал на себя 2 мертвых сыновей. Если бы Кьяра позвонила той самой Кьяре Факин 6 августа 2024 года и сказала «слушай, у меня роды, отвези меня в больницу», Факин отвезла бы. Любая бы отвезла. Если бы Кьяра родила анонимно и отдала детей на усыновление, в мире стало бы 2 счастливыми семьями больше. Если бы. Но вместо этого 2 маленьких холмика в саду между поездкой в Нью-Йорк и аперитивами с подругами. И вопрос, на который так и не находится ответ: зачем? Зачем Кьяра рожала их? Зачем немножко искала 2-ю беременность, потому что 1-я прошла плохо? Неужели и впрямь для того, чтобы... Нет, я не могу это произнести. Не смогли психиатры, криминологи, даже прокурор. А Кьяра говорит, что представляет себя учительницей с 2 детьми. Что она не сумасшедшая, а слабая и одинокая. И что по-настоящему она ничего не видела, потому что иначе ведь и другие бы заметили. А другие никто и никогда не заметили. Хорошая была девочка. Однажды в Италии